Репо 187 от любви к непричесанным мыслям, один шаг до ненависти к лохматым кистям. Красиво. Низок. А я бы пописал лохматой кистью, где ее можно приобрести. Ой, да особо не нужно париться. В любом магазине берете вот эти синтетические кисти оранжевые, они мгновенно становятся лохматыми. Ну, главное, мягкая, чтобы она была. Мягкая кисточка дает такой вот лохматый мазок, непричесанный. Ну, конечно, те, кто любит причесанные мысли, все аккуратненько, чтобы, не дай бог, какое-то слово, ни-ни, это уже прям сразу осуждение. Спасибо, Арепо, гениальная мысль. Наверное, связь есть, потому что люди, которые любят лохматые кисти, любят лохматые слова. Как Ширвинд говорил, что я, говорит, не матерюсь, я просто так разговариваю. Я заметил, что люди, которые причесанно мыслят, у них тонкие губы, у них больше это самое раздражение, ненависти к другим, кто не причесанно мыслит. Может, я не прав, конечно. Ну, скажите, что думаете на этот счет. Сарочка приехала в Адыгею, мечтала попленерить, но места не найду. Ничего не нравится в Адыгее, представляете? Я там не был, но подозреваю, что горы, какие-то селения, я просто, наверное... Вячеслав, бывает ли у вас так? Не бывает. Я помню, что как-то мы приехали с Бату в Гурзуф и на Чеховке. Он говорит, вот удивительная улочка, казалось бы, чего тут расстояние-то на этой улочке? А можно ведь всю жизнь писать, вообще не сходя. И вы знаете, он часто и не уходил никуда, просто на этой Чеховке писал и писал. Ну и как-то меня это сначала поразило, я думаю, как это так, к морю не сходить даже. А вот пространство, разноплановость, горы вдали, туда повернешься, сюда повернешься. Все это совершенно удивительно. Наверное, Сарочка, все-таки дело в том, как мы смотрим. Попробуйте больше фотографировать, причем не сходя с места. Менять зум, ну вот эту картинку, кадрировать ее то крупно, то не крупно, то широко смотреть, то фрагментарно куда-нибудь вверх, куда на поребрик, опять же, можно фрагменты рисовать. Художник всегда найдет, что пописать. Тот же Бато говорил, что я не люблю далеко ходить. То есть с одного места можно писать и писать разные, один и тот же мотив по-разному композицию делать, компоновать по-разному. Ну, мне кажется, это дело опыта. Но пришлите фотографии, которые вам не нравятся. Вот место, да, в этой Адыгее. На Телеграм или мне пришлите на WhatsApp. Прям интересно, что же там такое может не нравиться. Барышня есть такая, по-моему, где-то в Нидерландах, или ну где-то там, вот на севере живет она Европы. Рус Шуринг. Она, значит, выходит на берег пустынного пляжа, просто ровный горизонт, небо, пляж, море, все. Привязывает себя частенько к дереву, потому что ветер сильный дует, она перемазанная вся. Посмотрите. Ролики, видео ездят на YouTube. Казалось бы, один и тот же мотив. Она пишет и пишет, пишет все время. Небо разное, море разное, пляж. Больше ничего нет. Вот ей нравится. И работы очень живописные, классные, просто умница. Давайте учиться у тех, кто вытаскивает из простых мотивов сказочное решение. И видение, живописность есть у художника в мозгах. Он просто любой мотив превращает в сказочную живопись. Вот этому надо учиться, мне кажется. Вита СП, подскажите, какие мохнатые, лохматые вы используете кисти, любимый бренд кистей. Но я вот покупал Oil Pro, ну, вроде бы они так ничего, дольше всех, по-моему, держат эту самую,
стойкость к растворителям. Но все равно я не очень доволен. Через какое-то время они начинают язвить, немного превращаться в лохматые. Если кто-то знает прям хорошие кисти, которые вот держат растворитель, да, не становятся распушными, подскажите еще, будем пробовать разные. Я вот пробую все время разные, но пока что вот так не остановился прям железно на каком-то одном бренде. Мягкие кисти я покупаю Пинакс, например, нормально. Прям флейц. Автор под знаком юзер, опять же. Интересно, рисуете ли вы масляной пастелью? Расскажите про нее что-нибудь. Я беру иногда мелки вот, масляной пастели, чтобы сделать на белом холсте как контур, композиционный рисунок, да, заложить вот по пятну, а потом уже работаю маслом. Но если нету этих пастелей масляных, я делаю, например, контур кистью, либо фломастерами с масляной начинкой. Как-то они там называются. 600 рублей, по-моему, один стоит. И там шарик внутри, это цок-цок-цок цокает. Желтый, красный, синий, черный они бывают. Ну вот это тоже приятно, так как-то интересно. Чтобы так вот прям цветами различными масляной пастелью писать, мне не нравится, не мое. Так что ничего не могу сказать. И, честно говоря, я не видел ни у кого удачных работ, чтобы, с точки зрения живописности, их можно было как-то рассматривать как произведение искусства. Ну, не видел. Может быть, кто-то и делает. Пришлите в Телеграм, посмотрим. Мазафак. Оригинальная философия художественного видения и произведения на изобразительной плоскости. Это, мне кажется, новое прогрессивное в изобразительном искусстве. Чтобы окончательно вникнуть и понять, поясните, пожалуйста, вашу концепцию. Не писать в лоб, не писать то, что вижу, а придумывать ощущения, впечатление от увиденного. Ну, как можно ощущение придумать? Как можно придумать, что ты ощущаешь тепло? Придумать невозможно. Ты просто либо ощущаешь его, либо не ощущаешь. Ну ладно, к примеру, идя на пленэр ранним утром, я желаю написать именно утро. Не палки, не елки, не домики, тем более не детальки. А именно утро с его тональными отношениями. Это гениально. Все правильно пишите. Цветовыми сочетаниями, колоритом, состоянием природы именно в этот момент. Да, все, тут мы не расходимся с вами. Пока. Так зачем же мне что-то придумывать, если я обалдел от того, что увидел? Вижу в данный момент и хочу передать именно то, что меня возбудило впечатление. Передавайте. Если мне придумать другое утро, то может получиться не утро, а вечер или день с другими ощущениями и впечатлениями, как пока у меня и получается. Или что-то не понимаю вашей концепции, а так хотелось бы писать выразительно, как вы. Так и пишите выразительно. Вот это ключевая вещь. Вы используете состояние природы в тот момент, в котором вы находитесь, но пишите, прогоняя это через чувства. Я ничего больше умного не скажу. Пусть в вашем холсте будет именно это состояние. Вот это раннее утро там, или вечер какой-то. И вы поставите рядом две свои картины, вечер и утро, они будут, конечно, разные, чтобы было вот прям ощущение вечера. Но написано не в лоб, что я имею в виду. Не переписано прям буквально, вот я не знаю, каждое пятнышко с точки зрения, я не знаю, фотографичности, что ли. Прям вот передачи такой унылой буквальщины, вот прям в плохом смысле, не знаю, как это прям объяснить. Ну, посмотрите, я не знаю, Сезанна. Но они же прогоняли это через свои ощущения, через сердце. Посмотрите Ван Гога. Там есть утро, там есть и вечер, и ночь. Но это какая-то есть изюминка. Или, я не знаю, Гогена, посмотрите. Еще каких-то импрессионистов. Мане. Там есть состояние того времени, в котором они находятся, но какой-то еще жирный плюс того, как они это делают. Вот как они это делают, это самое важное. Найти эту изюминку довольно сложно. В общем, она сама придет в результате
многолетней практики. Может быть, у кого-то сразу приходит, но не встречал пока таких прям вот сразу. Я не знаю, какая-то, может быть, метафора простая приходит на ум. Ну, например, мы ходим, да, вот ходим, бам-бам-бам-бам. Ноги движутся, там тело движется, но есть же еще и танец. Вот это как раз его не было, например. Человек никогда в жизни не знал, что такое танец. Он просто ходил, ползал. И вдруг, да еще в паре, но это же прямохождение, но оно через выразительность, движение, пластика движения. Или, я не знаю, строем ходить вот так вот смирно, или, я не знаю, так вот, или вот пластика рук вот другая. Я от балды-то придумываю, ну, пластика другая, ощущение другое, движение. То же самое в поэзии, в музыке. Есть просто набор слов, а есть какая-то поэтичность в этих словах. Это не передача прямая, впрямую, что листья зеленые вижу, на небе летит корабль. Это те же слова, но они так поставлены на таких местах, что заставляют звучать, вот, трепетать сердце. Трудно объяснить. Включайтесь, друзья, помогайте. Друзья, в моей онлайн-школе акция. Она продолжается до 12 мая. 50% скидки на все мои уроки, кроме курсов. Уроки легко подобрать. Заходите на сайт. К каждому уроку есть видеоанонс, есть отзывы. Посмотрите и принимайте решения. Давайте вместе двигаться к мастерству в живописи, а я помогу. Не забывайте подписываться на канал, нажимайте кнопку «Нравится», если такое есть ощущение. Делитесь с друзьями моими видео, это важно. И задавайте вопросы, комментируйте. Предлагаю еще посмотреть кино «Как найти свое видение». Актуальная тема. Ну, пока.